Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Сегодня в работе летняя блуза. Яркая, легкая и удобная. Модель универсальная, ее можно носить с юбкой или брюками. Смотрится хорошо в обеих вариантах. Блуза прямого силуэта со спущенной плечевой линией. Для построения выкройки понадобится всего 3 мерки. Это рост, объем груди и объем бедер. По желанию выкройку можно построить по схеме или сделать это вместе со мной. От верхнего края опускаюсь вниз на 3 см и провожу линию. Это будет линия шеи, обозначу ее буквой Ш. Дальше определяю линию талии. Ее можно замерить или взять 1/4 роста. Полученный результат откладываю вниз и ставлю точку Т. Линия проймы – это расстояние до талии, деленное пополам. Провожу линию и ставлю точку П. От линии талии вниз откладываю 18-20 см. Это будет линия бедер. Ставлю точку Б. От точки Ш отложу 8-10 см и получу ширину горловины. Поднимусь вверх на 3 см и получу точку ростка. Объем груди делю на 4, прибавляю 2 см на свободное облегание. Откладываю это расстояние по линии проймы. Объем бедер делю на 4, прибавляю 2 см на свободное облегание и откладываю полученное расстояние от точки Б. Соединю полученные точки и получу боковую линию изделия. Если блуза нужна более приталенная, то по линии талии убираю 2 см, соединяю полученные точки и слегка скругляю линию. Дальше нужно построить линию плеча. Беру полуобхват груди, делю на 3 и прибавляю 2 см. Это расстояние откладываю от точки П. Провожу вверх перпендикулярную линию до пересечения с линией шеи. От полученной точки опускаюсь вниз на 1 см и через полученную точку провожу линию плеча. От проймы по боковой линии вниз откладываю 5-6 см. Через эту точку провожу линию, параллельную линии плеча. Откладываю на ней длину рукава 5-6 см. Через эту точку провожу линию, перпендикулярную линии плеча. Здесь должен получиться прямой угол. Замеряю длину рукава. Если рукав нужен длиннее, можно добавить длину. Оформляю боковой срез плавной линией. Горловину на спинке тоже оформляю плавной линией. Для этого соединю точку Ш с точкой ростка. От точки Ш опускаюсь вниз на 10 см и оформляю горловину для переда блузки. Эта выкройка хороша тем, что спинка и полочка строятся одинаково, разница только в глубине горловины. Если нужна туника или платье, от линии бедра вниз добавляем нужную длину и продолжаем боковую линию. После построения выкройки рекомендую промерить ширину рукава. Руки у всех разные, и если этой ширины вам будет недостаточно, от линии проймы нужно опуститься ниже и добавить ширину рукава. Для расчета своей выкройки я использовала стандартные величины. Для пошива этой блузы мне будет достаточно 70 см ткани при ширине 1,40 м. Называется ткань стретч-шифон, и в отличие от обычного шифона она не просвечивается. Ткань тонкая, мягкая, эластичная. Расцветка летняя в пастельных тонах. Для пошива такой блузы можно использовать любую ткань. Для отделки подобрала рубашечную ткань подходящего цвета. Она тонкая, и поэтому мне понадобится еще и клеевой флизелин. Ткань складываю подолевой на ширину выкройки лицом внутрь. Скалываю булавками. На мой размер хватает ширины ткани, чтобы детали были бесшовные.
Если у вас большой размер или вы хотите рукав подлиннее, тогда нужно брать отрез ткани, равный 2 длинам изделия. Середину выкройки совмещаю со сгибом ткани. По низу ориентируюсь по линии бедер плюс припуск на обработку низа изделия. Затем обвожу выкройку по контуру. Вырезаю с припуском на швы 1 см. Раскроила абсолютно одинаковые 2 детали. Вырез горловины сделала по спинке. На одной из деталей можно сделать вырез глубже, это будет полочка. Я хочу сделать акцент на горловине, поэтому немного помоделирую. По линии плеча откладываю 6 см, по центру опускаюсь вниз на 30 см и в сторону на 4 см. Соединяю полученные точки. Вырезаю по намеченной линии без припуска на швы. Размер вставки можно изменить, но шире 4 см делать не рекомендую. В готовом виде это будет 8 см. Для обработки горловины вырезала 2 прямоугольника из отделочной ткани. Ткань у меня тонкая, и я ее проклеила флизелином. Если ткань поплотнее, достаточно будет проклеить заготовку до половины. Заготовки сложила пополам и заутюжила. Ширина получилась 10 см с учетом припуска. Длина 38 см, это с запасом, лишнее потом срежу. Подготовленными планками обработаю срез горловины. Ткань у меня тонкая и очень подвижная. Чтобы сохранить размер и форму, низ выреза проклею флизелином. На подготовленных планках со стороны срезов откладываю 6 см. Вниз по сгибу 13 см. Соединяю плавной линией. Складываю планки одну на другую и фиксирую булавками. Вырезаю по намеченной линии. Заготовку выворачиваю на изнаночную сторону, складываю по сгибу, фиксирую булавками. Прокладываю строчку. Строчку проложила с припуском на шов 0,5 см. По краю сделала закрепки. На скруглении сделаю небольшие надсечки. Выворачиваю на лицевую сторону, выправляю уголок. Припуск отгибаю на изнаночную сторону, прокладываю строчку. У верхнего среза поставила закрепку. Внизу нитки вывела наизнанку и завязала узелок. Выворачиваю на лицевую сторону. Припуски надежно зафиксированы, и подкладка не будет выворачиваться на лицевую сторону. Осталось проутюжить детали с паром. Складываю планку лицом к лицу с основной деталью и скалываю булавками. Проложила строчку от линии плеча до низа. Внизу шов сделала длиннее на 1 см. Поставила закрепки. Поворачиваю полочку на изнаночную сторону и размечаю линии от конца строчки до уголка. Делаю надрезы, не доходя до строчки 1 мм. Возвращаю на лицевую сторону. Отгибаю планки и завожу их в разрез наизнанку. Выправляю уголки. Выравниваю припуск. Для удобства планки зафиксирую булавкой. Теперь нужно все проутюжить с паром. Затем отогну низ полочки и закреплю припуск строчкой. Проложила строчку, по краям поставила закрепки. Срезаю все лишнее, выравнивая по припуску. Осталось обработать открытые срезы. Оверлока у меня нет, поэтому обработала обычным зигзагом. Все, полочка готова. Вырез можно оформить и планками из основной ткани. Изменив наклон полос, можно сделать вырез более открытым. Все зависит от ваших предпочтений. Обрабатывать срез горловины на спинке буду тоже отделочной тканью. Взяла подходящий кусок ткани и проклеила его флизелином. Складываю пополам и сверху накладываю деталь спинки, совмещая сгибы. Обвожу по контуру.
Ширину обтачки возьму 5 сантиметров, чтобы она была одинакова по размеру с обработкой полочки. Вырезаю по намеченным линиям. Обтачка готова. Нижний срез обтачки обработала зигзагом. Обтачку можно пришить на лицевую сторону, как продолжение отделки на полочке, или сделать, как у меня. Прикладываю обтачку с лицевой стороны изнанкой кверху, совмещаю срезы и прокладываю строчку. Соединила детали с припуском 1 см. По всей длине сделала надсечки. Отогнула припуски на сторону обтачки и закрепила строчкой. Выправила шов и проутюжила спаром. Осталось закрепить нижний край обтачки. Так как срез у меня обработан, я просто проложила по краю зигзага прямую строчку. Дальше соединю линию плеча. Ткань у меня деликатная, и чтобы укрепить плечевой шов, края деталей проклеила полоской флизелина 0,7 см. Складываю детали лицом к лицу, скалываю булавками и прокладываю соединительную строчку. Проложила строчку, по краям поставила закрепки. Срезы обработала зигзагом. Отогну припуски на сторону спинки и проложу строчку. Припуски на этой ткани не заутюживаются в нужном направлении, поэтому фиксирую их строчкой и заодно укреплю плечевой шов. Сметаю боковые швы и сделаю примерку. Во время примерки решила низ рукава обработать отделочной тканью. Срезала по краю 2 см и заменила их полоской ткани. Припуски отогнула на сторону основной ткани и закрепила строчкой. Дальше закрою боковые швы. Проложила соединительную строчку. Срезы обработала зигзагом. Отогну срезы на сторону спинки и закреплю строчкой. Проложила обычную прямую строчку. Со стороны рукава поставила закрепки. Соединять срезы можно и в разутюжку или любым удобным для вас способом. Я выбрала такой вариант. Осталось обработать низ изделия. Вот и все. Пошив блузы закончен. Ничего сложного в построении выкройки и пошиве изделия нет. Немного вашего времени и желания, и в вашем гардеробе появится новая вещь, которая выручит вас жарким летом. На основе этой выкройки можно сшить и платье, и скорее всего я это сделаю в одном из следующих видео. К этой блузе я сшила себе юбку. Она классическая, прямая. Чтобы она выглядела немного интереснее, я сделала подрезные бока и имитацию карманов. По контуру деталей проложила отделочную строчку. Сзади на юбке сделала шлицу с разрезом и вшила обычную молнию. Может, кому-то понравится мой вариант. Жду ваши комментарии, мне интересно знать ваше мнение. А вы летнюю одежду шьете сами или предпочитаете покупать? Делитесь своим опытом и идеями. Всем будет интересно. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео, где мы с вами будем опять делать что-то интересное и полезное.